В общем, меня не понимают. Офигеть, я нашла опечатку в собственном учебнике. У меня до сих пор проблема. So, one more time. Иногда, конечно, случается этап прозрения, но это не всегда. И снова здравствуйте. И это видео наверняка с хорошим звуком. Я не знаю, как насчет видео. Если есть какие-то замечания, скажите. Ну, в общем, всем привет. Я наконец-таки сдала экзамен и сдала его успешно. Вот этой вот бумажкой я горжусь, очень горжусь. Но из этой бумажки возникли новые нюансы в моей корейской жизни. Дело в том, что многие друзья теперь спрашивают: «О, ты сдала экзамен, наверное, ты хорошо говоришь на корейском?» Нет, ребят, я все еще не говорю. Помогите! Ну помогите же! Помогите! Ой. Простите, что это за животное? Это индикатор. Он все понимает, но не говорит. Он только меняет цвет. А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовый в крапинку. Собственно, в чем же дело? Это очень-очень такой загадочный вопрос. Дело в том, что есть миф, что если ты поехал в другую страну, и ты автоматически каким-то невероятным образом начинаешь говорить на языке этой страны. Но это не так, это так не работает. Дело в том, что когда тебе говорят кучу раз одну и ту же фразу, у тебя просто нету шансов ее понять. Как тебе говорят одно и то же, и ты такой: что? Мне нужно подключение к Google, соединение с космосом. И как люди себе это представляют, я не знаю. Иногда, кстати, Google тоже бесполезен, особенно в корейском. И еще такой момент: даже если, предположим, мы не будем учить корейский по учебникам и просто будем спрашивать носителя языка: а что значит это слово, а что значит это слово? Ну, есть разные типы памяти. Например, мой тип памяти: я на слух ничего не запоминаю. Моя проблема. Можно кучу раз произнести мне какое-то слово, но я его не запомню. Мне надо его написать, и только тогда я его выучу. Есть вторая категория мифов. Мифы номер 2 это, наверное, легенды. Кто-то учит корейский самостоятельно дома, всего каких-то пару-тройку месяцев, потом едет в Корею, и эти люди говорят, что они могут спокойно участвовать в каких-то небольших беседах. В каких таких простых беседах? Как пройти к туалету? Принесите мне, пожалуйста, палочки для еды. Это называется простыми беседами, потому что за полгода, вряд ли ты сможешь сказать что-то большее, чем «안녕하세요», на 이름은. В общем, если меня смотрят люди, которые сделали именно так, расскажите, в чем ваш секрет. Просто расскажите, как вы тренировались и что это за супер такие технологии, что можно говорить так быстро. Но пока что я таким историям не особо верю. Во-первых, в корейском есть очень-очень непростая система звуков. Самостоятельно эту систему довольно-таки сложно понять, потому что в корейском есть 3 вида буквы «п» и 3 вида буквы «ч». И это не такая лояльная система, как в английском. Например, в английском мы можем сказать слово squirrel, 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 и все равно вас поймут, неважно, с каким акцентом вы говорите. Ставьте лайк, если поняли, что это была белка. В корейском вы должны произнести слово максимально правильно. D-A-N G-E-R O-U-S Dangers. А еще в корейских учебниках есть такая тенденция, что транскрипцию выдумывают авторы самостоятельно. Сейчас я схожу за учебником. Давайте прочитаем по учебнику, как должно звучать какое-то слово. Написано: «Нига отоке твесе요». В общем, меня не понимают. Читаю я по учебнику. Серьезно. Я поняла. Наига отоке твесе요. Тут даже с опечатками. Теперь меня поняли. Офигеть, я нашла опечатку в собственном учебнике. Так вот дела и обстоят с учебниками. Поэтому выкидывайте все учебники с транскрипциями, если они у вас есть. Просто всю транскрипцию. Просто это бесполезный мусор.
это вам ничего не даст. Подытожим, первый подводный камень в изучении корейского языка – это вы думаете, что вы говорите правильно, вы стараетесь произнести по учебнику, но вас никто не понимает. Chloe 왔니? 어머, oh hi. Hey guys, this is my mom. Hello. 안녕하세요. 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 Это сейчас у меня немножечко отточены навыки произношения, но первое время у меня были дикие проблемы с произношением слова «хлеб». Просто слово «пам». I said bread. 빵. One more time. Пам. 빵. Пам. 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 No. 빵 is room. 빵. У меня до сих пор проблемы. So, one more time. 빵. Пам. No? 빵. Один год в Корее, ребят. No. 빵. В общем, все со мной понятно. Это случается со всеми иностранцами, поэтому при первых попытках говорить на корейском, и даже не первых, с вами будут пытаться говорить на английском, потому что не поймут вас. Но есть еще и другая сложность. Мало того, что ваш корейский никто не поймет никто и ваш английский, потому что в корейском языке нету некоторых звуков, и некоторые слова нужно произносить с корейским акцентом, чтобы вас поняли. Для таких случаев у нас есть актеры. Извините. Я не понял, что вы сказали. Например, в корейском языке нету звуков «в» и «ф». И поэтому, если вы попытаетесь произнести слово «смартфон», вас никто не поймет. Usually say smartphone. Смартфон. Okay. 스마트폰. Смартфон. Также нету звуков «ц» и «з». Поэтому заказать пиццу вы не сможете. Вы должны заказать пицца. No, not pizza. Пицца? No. А. Korean say pizza. Пицца. Нету кофе, вы должны заказывать кофе. Также, если вы захотите обратиться к друзьям friends, что? Friend. No, 친구. Окей, чингу. Предыдущие эпизоды вполне наглядно показывают, в чем мои трудности и почему я до сих пор боюсь. Я, наверное, боюсь сказать что-то неправильное, поэтому не говорю. Иногда, конечно, случается этап прозрения, но это не всегда. Но я хотя бы начинаю различать слова на слух и со своим ломаным произношением. Я все равно читала какие-то упражнения, пока готовилась к экзамену, и поэтому понемногу я могу воспринимать какие-то слова на слух и сдала экзамен. Но, опять же, на слух это совсем немножечко. Какие-то простые базовые вещи. Ну и чтобы показать вам, что происходит вообще, собственно, в экзамене, я включу. 다시 들으십시오. 이번 생일에 뭘 받고 싶어요? Ибон сенере моль падко шипайо. Что ты хочешь получить на этот день рождения? 컴퓨터를 받고 싶어요. Компьютеры падко шипайо. Я хочу получить в подарок компьютер. 13번. 지금 비가 와요? 네, 많이 와요. Чигым пигалайо. Сейчас идет дождь? Не, манивайо. Да, очень много идет. Как вам информация о том, что сейчас идет дождь, поможет в разговорной речи? То есть тебя спрашивают, как у тебя дела, а ты говоришь, да, сейчас идет дождь. И на этом все твои способности заканчиваются. Вообще, вот эта вот замечательная бумага, она описывает, что могут люди. Есть разные уровни. И топик второй, это 3-й ГИП и 4-й ГИП, они уже подразумевают, что вы можете нормально общаться. Но 2-й ГИП на первом топике, это значит, что вы можете сходить в банк, это вы можете сходить в магазин, сходить на почту, сказать
Чонын пёнджирыл. В общем, приходите вы на почту и говорите Чонын пёнджирыл пуниго шипэл. И вам говорят, окей, отлично. В общем-то, это и соответствует ВИПу 2. Ну, если вы будете сдавать топик, не переживайте, никто не проверяет говорение, нужно будет только правильно ответить на все задания, отметить их в специальной карте. Подводный камень номер 2. Почему я со своими элементарными какими-то знаниями пока что боюсь разговаривать? Потому что, допустим, я произнесла какие-то фразы, например, вот это вот самое на почте, или я сказала в магазине косметики «Чонын айшэдоу саго шипайо, криго липстик саго шипайо». Продавец меня понял и сказала «Ага, окей». Я спрашиваю «Альмайо, сколько стоит?» Продавец мне говорит сумму, я поняла. И продавец такой «Хангмаль чальхио». И начинается. 할인되는 카드 가지고 계신가요? 포인트는 있으세요? 어플리케이션 깔면 5%도 해드리는데 굉장히 종류 많아요. 어떤 걸 해드릴까요? В такие моменты просто хочется убежать. Пока что у меня мало словарного запаса, и все, что я могу, это изъяснить только о жизненно важных вещах. Я покушал, я хочу покушать, я хочу пить, мне холодно, мне жарко. Ну, вы поняли. На полноценную беседу это как-то не тянет. И когда спрашивают, как у вас дела, ну, что я скажу? Ну, я поел. Надо как-то это исправлять. Подпишись, если хочешь знать, как происходит процесс моей адаптации и изучения корейского. И если вдруг вы смотрите это видео и так вот случайно вы уже знаете корейский и хотите пообщаться, или у вас есть какие-то советы, как можно улучшить навыки корейского языка, как быстрее заговорить, пожалуйста, оставьте в комментариях. Также, если у вас есть какие-то вопросы по прохождению экзамена топик или по изучению начальных уровней корейского с высшими я не могу помочь, то тоже пишите в комментариях. И до новых встреч. Топ-байо!